Всем привет, друзья! Меня зовут Максим, и сегодня мы с вами отправимся к водопаду. Не простому водопаду, а самому мощному и могущественному водопаду Таиланда. Итак, друзья, мы отправляемся в провинцию Так. На моем канале вы увидите очень много интересных локаций, которые не оставят вас равнодушными. К этому водопаду добраться непросто. Сначала мы поедем, потом мы поплывем, потом мы пойдем, а потом немножко полетаем. И я вам покажу, что значит настоящие экспедиции. В свое время я вдохновлялся такими передачами, как «Мир наизнанку», «Выжить любой ценой». И когда я вырос, я понял, что хочу заниматься тем же. Итак, друзья, мы с вами отправляемся в провинцию Так, к водопаду Тилосу. Ну что, погнали? Итак, путешествие на мотоцикле. К нему можно относиться по-разному. Многие боятся мотоцикла и уверяют, что это опасно. То же самое могу сказать вам про самолет. Да, друзья, я являюсь аэрофобом. Как и все, я боялся покупать свой первый байк, так как слушал советы людей, которые ничего не смыслят в этом. Но они точно знают, что тебе байк не нужен. Когда я еду на байке, у меня отсутствует конкретная конечная точка. Существует лишь дорога, здесь и сейчас. Я испытываю лишь состояние присутствия, и счастья, и радости, и веселья, да и там целый набор состояний. В процессе движения восприятие времени, как правило, замедляется. Это позволяет более тонко наблюдать за миром в динамике и ощущать его под другим углом. Вероятно, по этой причине для многих людей дорога приобретает значение, выходящее за рамки простого маршрута из точки А в точку Б. Привет! Песик, и как ты тут держишься? Ладно, пойду вам сейчас рынок немножко покажу. Тайский рынок, где я обычно кушаю, когда путешествую по Таиланду. Разные мясные штуки, рыбные продаются. Так, ну я мясо не ем. Мне надо что-нибудь рыбное найти. Вот эти вкусные штуки. А это у нас яйцо чем-то внутри сладким. This one, two. This one coconut. Coconut. Okay, two. Thank you. Так, ну это всякая курица, такое я не ем, как обычно, много майонеза. А это что у нас? Это банановые сладкие штуки. А это что такое? А давай попробуем, как в детстве. This one? 25 бат. 25 бат, окей. 25. Так. О, это грибы. Вся пища очень жирная. Вот если смотреть по Таиланду, очень жирная пища везде. Это так же и как в Китае, так же и во всей Азии. Вот они любят жирное. Прям вот очень много масла внутри. Must have. Он живот болит от этого всего дела. Блин, свиней очень много свиней. У меня всегда проблема в Азии найти рыбу. Огромная проблема в Азии найти как что-нибудь рыбное, креветочное. А вот свиней, пожалуйста, очень много. Языки свиней, что хочешь. Любая часть продается. Кстати, вот это пельмени, креветка. И у них, кстати, такая особенность, они все, что китайцы, что тайцы, пишут, что они с креветкой, но туда потом ложат свинью. Вот, и не говорят. Но вообще это считается, типа, ну, ты должен автоматически знать, что когда говорят о креветке, значит и свинья там идет в подарок, типа автоматически. Но если ты вот турист и не знаешь, что вместе с креветкой всегда идет свинья, то тебе подкинут свинью. Вот такая тавтология.
Я вылез на ночную съемку. Точнее, ночная вылазка для съемки вот таких замечательных кадров. В дороге тело быстро устает, особенно когда ты проводишь на мотоцикле по 5-10 часов в день. Спина зажимается, тело буквально деревенеет. Поэтому я выбрал йогу для лучшей физической формы. Каждый день я останавливаюсь в отеле. И каждый раз я разгружаю байк. Утром снова все загружаю и еду дальше. От этого никуда не деться, поэтому порядок становится критически важен. Особенно, когда ты таскаешь с собой технику. Порядок — это то, чему учат мотоциклы. Я знал многих раздолбаев, но когда они покупали байк, им приходилось перестраивать свою жизнь. Потому что байк не прощает ошибок и также требует к себе особого внимания. Взамен ты получаешь эмоции. Вот такой вот равноценный обмен. Все, собрался, упаковался. Пора двигать дальше к моей цели. Когда выезжаешь на дорогу, всегда есть выбор. Можно проехать прямо. Быстро, ровно и одинаково. А можно свернуть, уйти с трассы в сторону сел, второстепенных дорог, туда, где нет идеального асфальта, но есть жизнь. Именно там начинается самое интересное, как по мне. Горы, которые не отмечены на карте, храмы, в которые случайно заезжаешь. И ты никогда не увидишь этого, если просто будешь ехать из точки А в точку Б. Поэтому я всегда выбираю более длинный маршрут. Ребята, это вообще легально. Я, значит, еду такой, короче, в храм. А тут вот такое вот. Если вы видите, вон горы. Офигеть. Я сейчас сюда слетаю. На самом деле, вот вы даже не представляете, как это охрененно. Посмотрите. Вот такая вот красота, блин, это нереально. Я вот не могу вам передать, что видят мои глаза, но мой дрон это может сделать. И сейчас мы полетим туда. Я подъехал ближе к этой горе и обнаружил тут храм. Вот такой вот храмчик. И ну тут прикол в том, что очень много обезьян. Сейчас прям тут какое-то царство обезьян. Сейчас на них посмотрим. Вот. И местный монах предложил мне зайти вон туда наверх. Вы знаете, какая есть особенность у обезьян? Немножко расскажу про обезьян. Так, я уже в Таиланде давно и все провинции проехал, абсолютно все. Я был во всех провинциях Таиланда. Так вот, обезьяны в джунглях, они более вежливые и культурные, чем обезьяны на островах. Вот я что заметил, потому что на островах там очень много туристов, и они обычно агрессивные, потому что туристы к ним пристают. Вот. А здесь мы для, ну, то есть, как это сказать, здесь в джунглях всегда обезьяны какие-то добрее, что ли. Вот, у них какая-то там культура общения с людьми развита, они понимают, что человек может убить, вот, а мне его опасаются. А на островах вообще нет, то есть обезьяны делают, что хотят, вот, и там закон не писан. Это год назад была такая история, когда в Чонбури вроде, ладно, не помню провинцию. Смысл в том, что две группировки обезьянных, лидер номер 1 и лидер номер 2, что-то там не поделили. И в итоге один из лидеров его покусали, короче, и он пошел в джунгли, созвал там толпу, и толпа пришла и начала махать. Ну, чтобы вы понимали, размах где-то 1000 на 1000, там просто жесть такая была. Этот случай по новостям передавали даже. По мировым новостям, то есть типа, ну, такое не часто бывает. И в итоге поймали 2 лидеров макак, вот, и посадили в клетки, и тогда только это безумие остановилось. Так что у них тоже есть тут своя какая-то иерархия, свои законы.
по которым они живут. Прям как люди. Я вообще сегодня не планировал заходить ни на какую гору, но у меня в путешествиях действует одно такое правило. По типу с того фильма «Всегда говори да». Это я всегда открыт для нового опыта. Невероятно. Сам путь важен. Вот, а не вот это вот достигаторство. Порой в жизни есть что-то большее. И вот когда мы пытаемся, как сказать, оседлать жизнь, жизнь оседлает нас. Я на очередной вершине. И это, правда, фантастическое место. Сейчас вам покажу. Смотрите, стоит храм. Вот с таким видом. Это место, ребят, я нашел исключительно случайно. Просто ехал по дороге и остановился. И вот в этом и все чудо путешествий. Именно путешествий, не туризма. Туризм я вообще не воспринимаю. Ой. Стал я идти. Он там вот был, на том флаге. Совершенно не агрессивный, бегают, что-то суетятся. Я очень люблю Таиланд за открытость в плане того, что ты можешь прийти в любой парк и посмотреть на дикую природу. Жизнь кипит, вон обезьянка жарит другую обезьянку. Без всяких проблем. Уже 2 суток я двигаюсь в сторону границы с Мьянмой. Позади более 500 километров дороги и десятки отснятых кадров. Но все это только начало, потому что впереди меня ждет совсем другая часть пути. Приграничный город, глубокие джунгли, бесчисленные повороты, горы и разнообразие флоры и фауны, которыми так славится Таиланд. Добрался до Майя Сот, это приграничный город с Мьянмой. Вот тут пускают сюда по пропускам, ну, как проверяют хорошенько иностранцев, особенно сейчас. Ну, меня без проблем пустили, очень устало, ребята, это непростой путь к этому водопаду, но он того стоит. Вот, сейчас вам покажу немножко город в 2 чертах, и завтра уже буду ехать на водопад. На огромнейший водопад. Наконец-таки до него добрался. Ну что, ребят, давайте прокатимся на байке. Обожаю ночные поездки. Какая-то такая романтика. Заметили то, что всегда ночью хочется каких-то приключений? А вот лично я все время за собой замечаю, вот только ночь наступает, как будто нужно какие-то вот движения сделать. Я надеюсь, тут нет мусоров, потому что я шлем не одел, права не взял, ни документы, ничего. У меня, кстати, после Китая, я когда приехал в Китай, я такое первым делом сказал, как круто, здесь вот столько бабок в Китае. Потом там 2-3 месяца пожил, и такой, как же мне хочется вернуться в Таиланд, к этой свободе. Что хочешь, сделаешь. По большому счету, блин, тайцы, я их обожаю, честно. Наверное, это моя самая любимая нация в мире. Я, кстати, на встречку выехал. Это тут нормально. Как-то место должно быть где-то тут. Thank you. Yeah, okay, thank you. Мне сразу парковочку дали, вообще классно. Вот даже в таком, можно сказать, таки небогатом городе есть подобного рода заведения. Алухари. Очень красивое заведение.
винная, тут итальянская кухня, китайская. Ну, с границы всегда есть такие заведения, потому что рядом китайские интересы, очень много в Азии китайских интересов, особенно на границе. Вот, и они постоянно и казино строят, и рестораны, и всякое такое рядышком, чтобы могли богатеи отдыхать здесь. Я вам решил показать границу между Мьянмой и Таиландом. С левой стороны у нас начинается Мьянма, справа Таиланд. Как видите, ее переплыть, я не знаю, тут секунд 30, если очень быстро. Вот. И по факту уже сразу начинаются жилые дома, и ничего такого нет. Но проблема в том, что если вы вдруг переплывете, решите вот так вот пройти в Мьянму, может быть, в этом приграничном городке вы сможете там потусоваться, пожить, но дальше вы не сможете поехать, потому что очень много проверок военных, и Мьянма разделена на, если я не ошибаюсь, на 5 разных частей. И они между собой стреляются, они между собой что-то делят. В прошлом году я был, снимал в Мандалае разрушение после землетрясения, и это было очень тяжело. Как видите, границ как таковых нету, но Мьянма, она очень и очень красивая. Поэтому Мьянма очень открытая, точнее, не раскрытая страна. Я надеюсь, в будущем вся эта дичь, которая там происходит, а там происходит именно дичь, ребят. Я думаю, эта страна будет с огромным туристическим потенциалом. И я, наверное, первый, куда буду путешествовать, первый, кто будет путешествовать из Бангкока в Мьянму на мотоцикле или на машине, потому что это всегда круто и всегда рядышком. Как-то так. Я вот понять не могу, здесь вот оцеплен период, тоже такая вот железяка везде, как будто все, конец границы. Но в то же время они тут торгуют. Вот непонятно, это территория еще Мьянмы или территория Таиланда. Ну, по идее, тайский бат, вот расчет тайским батом. Hello, brother. Hello, brother. Mosque. Бирманцев, точнее, мьянмарцев, это новое название, бирманцев очень легко отличить, у них постоянно какая-то хна здесь, и зубы оранжевые, я не знаю, что они едят, снюс или что-то, но они в каких-то бешеных количествах едят, и вот молодые люди уже с какими-то такие красно-черными зубами, я так, короче, не вдавался в подробности, но, по-моему, это не есть good. Ну чё, красавчик, пошли на охоту. Погнали. Я для этого фоторужье взял. Так, ну я готов. Я готов к путешествию в джунгли. Самая сложная, самая красивая часть – это сами джунгли. 4 часа по джунглям. Вот на этом красавце. Ребят, я наконец-таки понял, что я хочу делать всю свою жизнь. Вот клянусь вам, я всю свою жизнь хочу просто ехать на мотоцикле. Ехать куда угодно. В Афганистан, в Пакистан, в Африку, да куда угодно. Вообще, абсолютно. Мне все равно, куда ехать. Насколько же это охрененно вообще. Это же передать тяжело. Это чувство полной свободы. Ты едешь, ты просто вот в моменте живешь. Вот в машине это не то. Я вам уверяю, я проехал от Рио-де-Жанейро до Лимы больше 20 тысяч километров в общей сложности. Всю Латинскую Америку от океана до океана. Это было немного по-другому, это было круто. Но это было по-другому. Ну, мотоцикл, это ты прям живешь каждую минуту. Ты едешь, и ты
ты живой, ты абсолютно не отвлекаешься от дороги, ты находишься вот в моменте, как будто это какая-то медитация, как будто ты в какой-то практике находишься. Это невероятно, это просто невероятно, моя душа орет, она кричит, она довольна. И всем этого желаю, друзья, друзья! Доехал до отеля. Вот такой вот отельчик. Сейчас вам сделаю рум-тур. Цена $10. 0,1. О, тут еще на этих плавают. На лодках. Офигеть. Ну, такой вот простенький. И туалетик. Ну, я думаю, пойдет. Вообще идеально. Обожаю такие номера. Все как у бабушки. Видите, на моем заднем фоне вот эта речка, может, Мьянмы. Вот, завтра по ней я буду плавать. И сейчас я пришел на ужин. Блин, ребят, у меня, честно, у меня душа радуется, вот когда я в таких приключениях, вот, когда долго нахожусь в природе. Прям, блин, мое, прям. Короче, часть меня, а я часть природы. А если вот так вот разобраться, то я и сам из деревни. Сейчас даже смотрю за этими мероприятия сельскими и вспоминаю свое детство. Сейчас покажу. Мы также жарили картошку. Они, наверное, что-то другое жарят. Не, картошка. Картофан, да. Так, местное блюдо готовлю на речке. В общем, такой котел есть на углях. Сейчас сюда будем закидывать еду. Вот как-то так. Да? Я правильно делаю, интересно? По идее. Это не точно. По итогу у меня получилась вот такая вот штука. Не знаю, как она будет на вкус, но это похоже на какой-то соус, да? Это что? Вареные продукты. Слушайте, ну на вкус очень экологично, реально. Очень вкусно. Ел как экологично. Ой, как же тут холодно. Но это настоящие джунгли. Столько птиц с утра мешают спать. В то же время как музыка какая-то. Сейчас бы кофе был. Где бы его только тут найти? Ладно, погнали. Так, надо очень быстро собраться. Что мы тут имеем? Есть такая сумка, мне ее выдали, чтобы не утонуть. И в нее надо положить все ценные вещи. А у меня из ценных вещей огромное количество техники, включая дрон и все остальное. Но главное, чтобы дрон они не заметили. Блин, это будет целая экспедиция. Let's go inside. Upstairs. Да, они грузят лодку, на которой мы поедем. Знаете, во всей этой ситуации меня смущают два фактора. Первый — это почему я еду здесь один.
Второе, это почему так холодно. Они там в шапках вон сидят. И если скрестить эти факторы, то получится решение. Я один, потому что очень холодно сейчас. И сейчас, наверное, не сезон. Но именно в зимний сезон можно приехать на этот водопад. Потому что сезон дождей, он закрыт 6 месяцев. Короче, какая-то нерешаемая задачка. Меня привезли на завтрак. Вы не поверите, куда. 7-Eleven. Многие, кто не жил в Таиланде, наверное, не знают, что это такое, но это, наверное, номер один магазин для питания, для туристов, да и вообще. Сеть магазинов. Как в детстве. У меня отец такие делал. Очень вкусные. Ну, отец, конечно, вкуснее делал. Да, еще мясо ел. А так очень вкусно. Сегодня экспедиция исключительно для одного меня. Вот они. Моя лодка стоит. Ну вот, мы приехали на наше место. Отсюда мы стартуем в парк. Я, если честно, ожидал, что выход будет, точнее, вход будет другой. Но нет, вот он вход в парк. И вот на этой лодке я сейчас поплыву. Меня просто развозит от эмоций. Я не могу вам это передать. Это, знаете, это как первый раз с парашюта прыгать. Это всегда очень такое предвкушение приключений. Вот то же самое и у меня сейчас. Все, лодку спустили на воду. Как я понимаю, мы сейчас плывем к самому водопаду. Река, кстати, называется Квэй-Яй. Хотя мы можем плыть куда угодно. Может, меня куда-то везут. Я вообще тут один. Лодка уже тут, вода внутри есть. Но это нормальная тема, когда чуть-чуть водички в лодке присутствует. Хотя насчет надувных я не знаю. Не эксперт. Блин, ну эта утренняя туманка, это очень красиво. Это нереально, можете вот сами посмотреть, насколько это красиво. Это что-то невероятное. Вот эта тишина, свет, вот, который пробирается сквозь деревья. Очень красиво. Я вам честно скажу, я такую флору и фауну даже в фильмах не видел. Это нечто невероятное. Вы знаете, я еще не приехал на водопад, но уже это само все, вот это путешествие, и байк, и сейчас лодка, это просто захватывающе, невероятно. Как будто сам путь и есть самое важное. А? I see. Rainbow. У нас тут сходка, походу. А сейчас я вам покажу радугу. Радугу и тайскую тусовку в заповеднике. Правда же здорово? Слышите крики? Это вон впереди две лодки плывут.
И у них там песни играют, они там пиво пьют, хотя они тайцы. Ну, как бы обычно тайцы так не делают. Я первый раз такое вижу, когда тайцы на природе вот распевают песни вовсю, пьют пивас, вот едут такой у них пати, не пати-бас, а как-то пати-бот. Больше на китайцев похоже. Возможно, это и китайцы, хрен его знает. Но мне, если честно, не очень нравится. Я хотел природу послушать, а не вот эту хуйню. อันนี้คือเบาเรียนมีเท่าไหร่นะ Очень бескультурные люди. ต่อนี่แรงดีมาก Мне предложили, точнее мы остановились, припарковались, и мне предложили горячие источники. Сейчас вам покажу. Ну, наверное, вы, когда слышите о горячих источниках, вы думаете, что это там, где полностью погружается. Но нет. Вот такое вот. Чисто помочить ножки. Сейчас попробуем. О, то, что надо. Да. Ой, хорошо, хорошо. ไม่เราไม่ได้ให้เราเอาโซอีกรอบรอบนึง Я бы, конечно, хотел весь окунуться. แจ้กันเองจากดี It's okay, don't worry. No, okay. Вот так ноги замерзли. Ну все, нужно ехать дальше. Ребята, которые со мной едут, они профессиональные, можно сказать, такие моряки. Вот человек, который сидит впереди, он тихо так высматривает, что там происходит, сбавляет темп или наоборот набирает его или боком разворачивает. А сзади он как бы его контролирует, он читает его действия. Потому что буквально 20 минут назад у нас была, как-то сказать, неровная поверхность, то есть очень много волн, и они вот таким макаром вырулили. Причем вообще вода фактически не попала вовнутрь лодки. Мне сказали, что вот здесь вот можно плавать. Ну а я чё? Я чё, лох? Я чё, откажусь? Походу нет. Как холодно. Холодно. Но охуенно. Охрененный контрастный душ, ребята. Ой, это как. Где там эксперты тайские? Кто тут был? Хоть один напишите в комментарии, кто тут был. Как видите, дальше я продолжаю путешествие вот в таком формате. В трусах, в лодке и с камерой. Я понял, вот мы уже приехали, и вот ребята сзади несут лодку обратно на машину. То есть машину подогнали, то есть вперед мы едем на лодке, обратно на машине. Как-то так. Дальше мы всей бандой едем на машине внутрь джунглей. Ну, чтобы вы понимали, как сюда тяжело добраться на самом-то деле. И этот маршрут вообще не для всех. Ну вот он, момент истины. Через буквально минут 10 мы с вами увидим этот водопад. Вы знаете, я года 3 пытался сюда приехать. И я понимал, что это прям экспедиция. Но вот как-то не доходили до этого ноги у меня. Вот. Ну вот сейчас тот самый день настал, когда мы будем созерцать красоту этого мира, тайских земель. Ну что, готовы? Ну тогда погнали. Ну что, друзья, финальная черта. Осталось идти 1,5 километра. И все, и будет водопад. Итого. 3 суток я ехал на мотоцикле.
Сегодня 3 часа на лодке, час на машине. И вот еще где-то, я не знаю, часик идти по джунглям и водопад. Блин, вы реально спросите, ну что ж там такое может быть? И вы будете правы. Ну, оно того стоит. Хотя, сами решайте, стоит это оно того или нет. У меня складывается впечатление, что чем ближе я подхожу к водопаду, тем красивее вокруг растут деревья. Вот. Эти птицы такие разноцветные летают, их поймать тяжело. Но они есть. Показывать. Наверное, все-таки попытаюсь дрона запустить. Готово. Смотрите, что получилось. Вуаля! Я знаю, я не попал в сезон дождей. Не увидел этот водопад во всей его силе, когда он бурлит и заполняет все вокруг. Я приехал после сезона, в момент, когда он почти сухой. Но именно здесь я еще раз понял одну простую вещь. Самое главное – это путь. Неважно, насколько полный водопад перед тобой, важно, насколько ты наполняешься. Что ты прожил, что увидел, что открыл для себя по дороге. Ведь по сути, вся наша жизнь – это постоянное открытие нового, как в детстве. Сначала дом, потом район, потом город, а дальше страны, континенты. Кто-то уже смотрит на Луну, кто-то готовится к Марсу. Но смысл остается тем же – движение. И я рад, что на моем пути всегда встречается что-то настоящее. Путешествуйте.